Так, переходим к задним ногам. Вот, смотрите. После шва, где мы сшивали по животу, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестом ряду поставьте маркер. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Сначала будем вязать заднюю левую ногу. Вот так расположите. Вот здесь вымя. И вот сверху задняя левая нога. Вот она. Здесь голова. Вот где маркер, это должен быть первый столбик в круговом ряду. А в правой ноге это будет последний столбик в этом ряду. И начинаем мы с левой задней ноги. Эту петлю пропускаем после маркера. Заходим в предыдущую. Так, петля воздушная. В следующую вяжем столбик без накида. Сразу приношу извинения, перед камерой мне вязать неудобно. Теперь берем маркерную нить. Этот маркер удаляем. И провязываем столбик без накида. Первый в этом ряду. Ну, потом хвостик подтянем. Так, один столбик провязали. Нужно всего провязать 24 столбика. Вот откуда вышла петля. Вот. Двадцать три. И вот здесь у нас петля. Двадцать четыре. Так, провязали 24. Теперь петлю подтянем. И второй ряд вяжем. Значит, сейчас мы одну петлю не пропускаем. Она у нас появится после соединения. Вот, сразу в первый столбик, вот он у нас. За заднюю полупетлю будем заходить. Маркерную нить перебрасываем. И в самый первый столбик заходим за заднюю полупетлю. Делаем соединение. Вот. Теперь у нас появилась петля, которую мы будем пропускать. А сам столбик за переднюю полупетлю. И это будет первый столбик в ряду. Всего нужно провязать 22 столбика. Один провязали. Два. 21.
22 и убавка. Значит, во втором ряду 23 столбика без накида. Третий ряд. Вот теперь у нас появилась петля. Она будет у нас пропускаться. Так, соединяем. Столбик без накида 1. Всего нужно провязать 23 столбика без накида. Четвертый ряд. Петлю пропускаем. Следующую. Соединяем. Сразу делаем убавку. Девять столбиков без накида. Один. Девять. Убавка. И до конца ряда 10 столбиков. Один. И в этом ряду должно получиться 21 столбик. Пятый ряд. Двадцать один столбик без накида. Один. Два. И так вяжем по кругу. Шестой ряд. Сразу делаем убавку. Далее 8 столбиков без накида. Восемь. Убавка.
И до конца ряда 9 столбиков без накида. И в этом ряду должно получиться 19 столбиков без накида. 7 ряд. Девятнадцать столбиков без накида. 1. И так вяжем по кругу. 8 ряд. Сразу провязываем убавку. И до конца ряда 17 столбиков без накида. И в этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 1, 2. И так до конца ряда. 9 ряд. Сразу делаем убавку. И далее до конца ряда 16 столбиков без накида. 1. И всего у вас должно получиться 17 столбиков без накида. 10 ряд. Семнадцать столбиков без накида. 1, 2. И так вяжем по кругу. 11 ряд. Три убавки. Одна убавка. Вторая. Третья. 2 столбика без накида. 2. Под одну петлю 3 полустолбика с накидом. Три. 2 столбика без накида.
2. 3 убавки. 1. 2. 3. В этом ряду 13 столбиков. 12 ряд. 6 столбиков без накида. 1, 6. Под одну петлю 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. И далее до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 6. В этом ряду должно получиться 15 столбиков. 13 ряд. Прибавка. Три столбика без накида. 3 убавка. 3 петли вместе. 2 убавка. 3 столбика. 3. И в последнюю петлю прибавка. В этом ряду должно получиться 13 столбиков. 14 ряд.
5 столбиков без накида. Пять. Убавка. 6 столбиков без накида. Шесть. В этом ряду должно получиться 12 столбиков. 15, 16, 17, 18 и 19 ряды вяжем без изменения по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Заканчиваю 19 ряд. 11, 12 не довязываю до конца, беру нить цвета копыта и 12 столбик закрываю. Нитку основную не отрезаем. Так, одну петлю пропускаю, захожу в следующую. И нитью цвета копыта соединяю. Теперь будем вязать в 2 нити. А закрываем цветом копыта. Основным цветом. Закрываем цветом копыта. Итак, провязываем 12 столбиков. 12 столбик будет вот под этой петлей, откуда вышла нить другого цвета. Закончила я 20 ряд, и вот эту нить основного цвета можно обрезать, а хвостик убрать внутрь. 21 ряд. Петлю пропускаем в следующую. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. 3 раза вяжем столбик без накида, убавка. Один раз. Столбик без накида. Убавка. 2 раза.
столбик без накида, убавка 3 раза. И в последнюю петлю прибавка. В этом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 22 ряд. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. 2 столбика без накида. Две убавки. Одна убавка. Вторая убавка. 2 столбика без накида. Два. И 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. В этом ряду 14 столбиков без накида. 23 ряд. Пять столбиков без накида. Пять. 2 убавки. Одна убавка. Вторая убавка. 5 столбиков без накида. Пять. В этом ряду 12 столбиков без накида. 24 ряд. Двенадцать столбиков без накида вяжем за заднюю полупетлю. Сразу соединяем.
Итак, вяжем до конца ряда. 25 ряд. Теперь должны провязать 6 убавок за переднюю полупетлю. Здесь петлю уже в этом ряду не пропускаем. Вы вяжите убавки, как вы привыкли, либо столбиком без накида. Я буду вязать соединительной петлей. 1, 2. 6. Теперь немножко оставьте хвостик нитки и отрежьте. То есть вы лишнего не оставите. Но поскольку отверстие будет маленькое, чтобы потом стянуть, и проволоку вы не сможете вставить, вот этот ряд распустите. Поставьте маркер. Наполните наполнителем и вставьте проволоку. И затем провяжите 6 убавок и стяните. И не будет лишней нитки. Ну, там смотрите, кто как уже привык вязать, так и вяжите. После того, как вы полностью закончите вязать, вы ногу не наполняйте и не вставляйте проволоку. Иначе вам будет сложно вязать другую ногу, она будет мешать. А так ее можно будет отогнуть и вязать правую заднюю ногу. Так, теперь будем вязать правую заднюю ногу. Вот здесь у нас маркер мы ставили. И здесь у нас будет последний столбик кругового ряда. Значит, заходим в предыдущую петлю, вот за полупетлю, и провязываем петлю. Теперь маркер убираем. А сюда за всю петлю провязываем столбик без накида. Ставим маркерную нить и сразу же под первую петлю провязываем столбик без накида. И это будет первый столбик в этом ряду. Нужно провязать всего 24 столбика без накида. Так, один провязали. Второй. И так по кругу. Провязала 22 столбика. 23 столбик вот под эту петлю, откуда у нас выходит. Двадцать три. И 24 вот под эту петлю за переднюю полупетлю. Двадцать четыре. Теперь вот первый столбик сразу за заднюю полупетлю заходим.
То есть мы пока петлю не пропускаем. А вот когда соединим, и у нас будет петля, которую будем пропускать. Теперь за переднюю полупетлю заходим. И сразу делаем убавку. И далее по кругу 22 столбика без накида. В итоге должно получиться 23 столбика без накида. Один. И так по кругу. Третий ряд. Петлю пропускаем. Заходим в следующую. Соединяем. Двадцать три столбика без накида. Один провязали. Второй. И так по кругу. Четвертый ряд. Десять столбиков без накида. Один. Десять. Убавка. Девять столбиков без накида. Один. Девять. И в конце ряда убавка. В этом ряду 21 столбик. Пятый ряд. Двадцать один столбик без накида. Один. И так вяжем по кругу. Шестой ряд. Девять столбиков без накида. Один. Девять. Убавка. Восемь столбиков без накида. Один.
8. Убавка. В этом ряду 19 столбиков. 7 ряд. Девятнадцать столбиков без накида. 1. И так вяжем по кругу. 8 ряд. Семнадцать столбиков без накида. 1. 17. И убавка. В этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 9 ряд. Шестнадцать столбиков без накида. 1. 16. И убавка. В этом ряду должно получиться 17 столбиков без накида. 10 ряд вяжем самостоятельно 17 столбиков без накида. 11 ряд. Три убавки. Одна убавка. Вторая. Третья. 3 столбика без накида. Три. Под одну петлю 3 полустолбика с накидом. Три. 1 столбик без накида. Три убавки.
3. В этом ряду должно получиться 13 столбиков. 12 ряд. Семь столбиков без накида. 1, 7. 3 полустолбика с накидом под одну петлю. Три. 5 столбиков без накида. Пять. В этом ряду должно получиться 15 столбиков. 13 ряд. Прибавка. Четыре столбика без накида. Четыре. Убавка. Три петли вместе. Убавка. Два столбика без накида. И в последнюю петлю прибавка. В этом ряду должно получиться 13 столбиков. 14 ряд. Шесть столбиков без накида. 1, 6. Убавка.
и 5 столбиков без накида. 1, 5. В этом ряду должно получиться 12 столбиков. Далее 15, 16, 17, 18 и 19 ряды вяжем без изменения по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. Заканчиваю 19 ряд. 11, и 12 столбик закрываю нитью цвета копыта. Так, одну петлю пропускаю в следующую. Соединяю цветом копыта. Основную нить не обрезаю. Провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2 и так до конца ряда. 11. И откуда вышла петля цвета копыта? 12. И теперь основную нитку отрезаю. 21 ряд. Петлю пропускаем. Заходим в следующую. И сразу вяжем прибавку. Далее 3 раза столбик без накида, убавка. Столбик без накида. Убавка. 1 раз. Столбик без накида. Убавка. 2 раза. Столбик без накида. Убавка. 3 раза. И в конце ряда 2 прибавки. Два. В этом ряду 12 столбиков. 22 ряд. Пропускаем, в следующую заходим. Две прибавки.
одна. Вторая. 2 столбика без накида. Две убавки. Так, одна. Вторая. 2 столбика без накида. Два. И 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая. В этом ряду 14 столбиков. 23 ряд. Сразу делаем убавку. Далее 10 столбиков без накида. 1, 10 и убавка. В этом ряду 12 столбиков. 24 ряд. Пропускаем в следующую. И сразу за заднюю полупетлю вяжем столбик без накида. Здесь уже соединительную петлю не делаем. Сразу за заднюю полупетлю. 12 столбиков без накида. 12. Вот, видите, отверстие большое. Сюда хорошо проволоку вставлять, наполнять. Но нам нужно рассчитать, сколько оставить нитки, чтобы стянуть отверстие. Значит, вяжем так, как вы привыкли. Убавки. Кто столбиками без накида убавляет, я буду убавлять соединительными петлями. Вот. Значит, 6 убавок надо провязать. За заднюю полупетли не получится и не стоит этого делать. За передние полупетли. Значит, я провязываю соединительной петлей. Вы провязываете так, как вы привыкли. Так, провязала я последний 25 ряд. Вот, это у меня подошва там будет. Теперь, ну вот теперь можно уже нитку отрезать. Немного оставить. И вот этот ряд нужно распустить, где делали убавление. И на последнюю петлю поставить маркер. Вот. И теперь наполнять все ноги. У меня одна уже наполнена. Из-за того, что я ее раньше наполнила, вставила проволоку, мне было неудобно вязать
правую переднюю, поэтому не нужно наполнять ноги. А вот задние уже легче вязались, потому что они не наполнены. Все, теперь наполняем. И кто как заканчивал 25 ряд, точно так же после наполнения вы ряд закроете.